Вот знаете, что это такое? Вот здесь телевизор висит, да? Он на кронштейне, все это прекрасно понимают. Но я был удивлен, знаете чему? Я делал уже обзор на Братек, на кронштейн с выносом там 600-610 миллиметров. Кстати, этот примерно столько же, 610 там было или 640, неважно. Я делал много обзоров на кронштейны. Но мне написал подписчик, он посмотрел мой обзор, пишет мне в директ, пишет: слушай, Бабл, там такое дело, говорит, а я покупал такой же фирмы кронштейн, и там не надо было большая площадь для крепления, говорит, я смог практически в угол закрепиться без вот такого вот огромного, допустим, расстояния. Я такой: стоп, скидываю, он мне скидывает, я покупаю кронштейн, я вам сейчас показываю, смотрите, вуаля, давайте так, смотрите, вот такая вот площадь крепления. Ну, у меня на 4 винта, там есть, можно на 5, смотря что вы будете вешать. У меня просто 43-дюймовый телевизор для этих тестов, и мне нет надобности. Но даже на 4 вот этих штуках, смотрите. Написано, что до 35 килограмм, поверьте, держит больше. Но это мое субъективное мнение. Мое субъективное мнение, что он может, ну, во-первых, кабель менеджмент, незатейливый, но он, в принципе, он рабочий, то есть он там отстегивается, я вам это все еще покажу в конце. Слушайте, смотрите, он может 15 градусов и 10 на 15 вперед-назад, это я вам уже покажу после монтажа, как он там делается. Универсальнейшее весокрепление, практически любое. И у меня здесь даже ТВ-бокс, видите, закрепил. Здесь очень классно, он прям в размер можно этими хомутами крепить, но это все мелочи жизни. Смотрите, почему именно в угол? Вы можете его поставить, я вам на распаковке покажу, прямо в угол и разместить. Сейчас вам покажу вот таким вот образом. Вот таким вот образом. То есть вы можете вот так вот в угол. При том, что если у вас стоит мебель, то вам не нужны, видите, вот эти вот старые предыдущие у меня крепления, это мой стенд для кронштейнов, смотрите, сколько дыр у меня насверлены, там вот такое вот крепление. Здесь, пожалуйста, вам не надо особо двигаться, просто закрепились и все. И под самый угол вы его можете закрепить. Это очень классная тема. При том, что с его выносом, большим, казалось бы, да, большой вынос, вы можете его в эту сторону сделать, смотрите, практически под стену. А можете еще дальше, не знаю, насколько у меня провода хватит, наверное, сейчас там отвалит. Смотрите, можете еще дальше, вот где-то у вас что-то закреплено, и у вас что-то здесь вот стоит, а вы можете сюда вообще телевизор закрепить, и что-то у вас здесь вот так вот, какая-то перегородка. Я не знаю, то есть здесь очень много степеней свободы, при том, что вот у меня сейчас вот он настроен, да, там, грубо говоря, в таком формате, я чуть приспустил винты, потому что мы его регулировали, было интересно, как это работает. Но пошли сейчас с вами, посмотрим, сколько он стоит, где его можно купить. Кстати, ссылки в описании под видео. И вы, конечно же, подпишитесь, нажимайте колокольчик. Потом мы с вами его или сначала распакуем, да, наверное? Да, распакуем, посмотрим, сколько стоит, замонтируем, а потом уже оставшиеся какие-то штрихи. Идем обозревать вот такой вот Братек LPA 52 443 WL. Видите, здесь написано до 35 килограмм. 32-55 дюймов. Все, переходим. Ну что, кронштейнчик Братек, кронштейн для настенного крепления, LPA 52 443 WL, 32-55 дюймов, 35 килограмм вес выдерживает. Сразу, давайте вот так вот перевернем, сразу размеры его, посмотрите, насколько маленькое крепление, 263 на 130 всего лишь ширины. 90 градусов одна часть, 90 градусов другая, тут у нас вынос 610 миллиметров. Вот смотрите, у нас даже здесь показывают от 63 до 610 миллиметров вынос. И веса до 400 на 400. Ну, конечно же, наклоны, повороты, кабель менеджмент. Это все мы уже будем смотреть вживую. Теперь смотрим, что у нас здесь есть. Инструкция. Как всегда, инструкция очень информативная. Есть все абсолютно то, что нужно для сбора. Опять? Это что ты будешь делать? Для сбора, да, у нас есть абсолютно все вещи, абсолютно все крепления, абсолютно все винты. Я вам сразу говорю, смотрите, это весокрепление с контргайками. Очень классная тема для того, чтобы он не ездил, никуда не девался. Это хорошо. При том, что поддержка веса до 400 на 400 практически любого. Посмотрите, какой набор у нас веса этих, скажем так, отверстий. Теперь все весокрепления под любой вес, смотрите, под любой тип винта у нас есть проставки. Это если у вас не плоский телевизор сзади, то все проставки есть, и вы можете просто-напросто проставками очень точно регулировать.
Все крепления для стены это раз. И вот такой вот ключики, и такие ключики для крепления это два. То есть у нас есть практически все. Единственное, что нам нужно будет, конечно же, перфоратор для того, чтобы закрепиться в стену, либо дрель, если вы в дерево, допустим, хотите крепиться. Ну и сам по себе кронштейн. Смотрите, у нас есть вот такой вот трафарет, что очень немаловажно для того, чтобы правильно разметить, где крепиться будете. Дальше, сам по себе кронштейн. Видим, сразу есть у нас вот такие пластиковые кабель менеджмента, для организации кабель менеджмента. Теперь смотрим, он легкий. В отличие от того, что мы обозревали, он очень легкий. И при этом степени свободы просто сумасшедшие. Смотрите, вот так вот. Смотрите, какой вынос во все стороны крутится. Но это мы еще посмотрим уже, когда закрепимся. Теперь смотрите, его главная прелесть. Для углового монтажа он подходит конкретно для углового монтажа полностью. Смотрите, полностью для углового монтажа все идеально. Вы замонтировали где-то в самый угол, у вас не широкое посадочное место и все супер. Ну что, я предлагаю сейчас пойти посмотреть, сколько он стоит, его характеристики, а потом замонтироваться и уже смотреть, что у нас получилось. Переходим. Так, ну теперь интересно. Слушайте, ну если с другим посадочным местом, то будем рассматривать именно этот братик. Ну давайте его чуть меньше сделаем по масштабу, чтобы рассмотреть. Смотрите, сколько картинок. Так, LPA 52 443 W от 32 до 55 дюймов. Ну, цену актуальную вы можете узнать в описании под видео по ссылочке. Ну, давайте я хочу картиночки посмотреть. Обычно на картиночках. Смотрите, какое крепление. Вот именно если у вас где-то узкое место, да, там и нужно просто-напросто замонтироваться таким образом, не широкое крепление, то это отличный вариант. Хотя вот очень напоминает тот братик, который я этот. Вынос 610 миллиметров до 35 килограмм, наклон плюс-минус 3 градуса в обе стороны. Теперь угол 180 градусов и плюс-минус 15. Смотрите, еще может быть именно наклон к себе от себя, вот так вот, да, назовем. Слушайте, прям прикольно. Так, ну у нас есть универсальное весокрепление, кабель менеджмент и от 32 до 55, мы уже это поняли. Все, тут уже пошли какие-то картинки. О, а что это за фиксирующий винт? Снизу фиксатор весы. Это очень правильно сделано. И видите, какой интересный механизм по регулировке. Слушайте, ну все достаточно интересно. Ну давайте посмотрим внизу веса. Здесь веса, видите, веса 200 на 200, 300 на 300, 400 на 200, 400 на 400. Достаточно универсально. И ну тут у нас по характеристикам, тут еще больше. 400 на 300, 300 на 400, 300 на 300, 300 на 200, 200 на 300, 200 на 200. Короче, прям интересно. Гарантия 5 лет, это очень хорошо, и ссылки в описании под видео. Ну что, пойдем смотреть дальше на него. Итак, на этом моменте мы чуть остановимся. У нас уже в принципе все замонтировано, на стенде замонтирован кронштейн, но сейчас не про то. Смотрите, при креплении веса, вот что немаловажно, вот наличие вот этих вот всех крепежных элементов. Если бы у меня телевизор был скосый, я бы мог ставить проставки разной длины. Мне пришлось использовать вот эти вот, я использовал не шайбы, я использовал вот эти штуки, они мне более удобные, потому что винт, здесь такое крепление веса, оно маленькое, винт не полностью может закрутиться и это будет болтаться, поэтому использовал такую проставку. То есть универсальность есть, крепления все есть, но пошли теперь со мной, это еще не все. Когда мы крепили кронштейн, то есть когда мы крепили, мы эту часть крепили по уровню, да, и у нас, видите, очень маленький есть момент крепления, но вот эта часть она была неровная. Мне еще монтажник говорит, блин, смотри, она неровная, какая-то проблема. Нет,
На самом деле это то, о чем я говорил, что здесь есть регулировочные винты и 3 градуса, вернее 3%, у нас может регулироваться в эти стороны. То есть мы можем отрегулировать кронштейн в любую сторону. То есть он сейчас у нас замонтирован, вы смотрите, на какую глубину он стоит. Мы можем его выдвинуть полностью. Видите, вот таким вот образом. У нас здесь есть, вот, пожалуйста, держатели кабелей, да. То есть мы с вами можем его направлять в разные стороны, в эту сторону, в эту сторону. Мы можем с вами отрегулировать наклон 15 градусов. То есть у нас здесь вот, пожалуйста, есть винты, контур, да, мы можем отрегулировать и наклонять его вперед и назад 15 градусов. Давайте сейчас уже закрепим сам по себе телевизор и посмотрим, что получится. Кстати, он наклонен чуть-чуть вверх, и надо бы его сделать немножечко вниз. Но мы это уже сейчас на моменте монтажа все сделаем. Все, сейчас вернемся. Ну что, мы его закрепили. Теперь смотрите последние штрихи. У нас здесь контрвинты для того, чтобы он не двигался, но при этом мы можем отконтрить и передвигать его влево или вправо. Это, в принципе, ваше дело. Теперь дальше. Как он регулируется по наклону? Вот этот винт, он отвечает за наклонную регулировку. Он приспускается немножко, смотрите, оп, уходит сюда, туда. То есть надо наклон, отрегулировали, например, там отрегулировали в такое положение, взяли, затянули винт. Все. Есть, винт затянут. Пожалуйста. Хотите присобачить сюда, хотите приделать сюда ТВ-бокс, он идеально ставится, взяли стяжечки, притянули. Это уже чисто кастом. Мини-ПК притянули, все ставится. Теперь, смотрите, как работает кабель менеджмент. Вставили, защелкнули. Все, тут в принципе все сделано абсолютно просто и абсолютно классно. То есть вы можете его сейчас двигать как вам угодно. Кронштейн настолько сильно классно сидит в плане того, что, вы знаете, минимализм — это тот случай, когда минимализм держит классно телевизор. Смотрите, раз в другую сторону, два, передвинули, нагнули, взяли вот так вот поставили, взяли так поставили, отрегулировали по углу, если что-то неровно. И все, в угол, в любой момент крепления. Надо повернуть, повернули сюда, надо повернуть, повернули сюда. Если дома, то вообще идеально. Смотрите, то есть вы там поставили, я уже выдернул там просто-напросто провод. Если дома вы поставили, ходите, тут, например, на кухне, да, там ходит хозяйка и поворачивает к себе телевизор, либо где-то на стримах, либо где-то на производстве, либо где-то в больших помещениях под верх повесить. Короче, огромное количество вариантов использования, при том, что вот этот вот момент позволяет нам замонтировать даже там, где есть мебель, где-то за каким-то кронштейном. Вы что можете, смотрите, вы что можете вынести вот так вот прикрепить, а можете вот так вот. Вот так вот его разместить, понимаете? То есть очень много степеней свободы. Я, конечно же, рекомендую. Вот этот вот кронштейн по рекомендации подписчика действительно заслуживает внимания. Ссылка в описании под видео. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.